Приветствую, уважаемые друзья! Мне продолжают поступать вопросы о будущем криптовалют, биткоина. Просят объяснить технические нюансы по криптовалюте призм и чем призм сегодня превосходит все остальные криптовалюты, в том числе и биткоин. Поэтому сегодняшнее видео мое будет немножко длиннее, чем обычно. Постараюсь более подробно ответить на все эти вопросы. И начну, наверное, с того, что сегодня есть одна удивительная особенность криптовалют, которую практически все упустили из виду. Это скрытая черта, которая до сих пор не раскрыла свой потенциал. Но когда это случится, она накроет весь мир, изменяя каждый аспект жизни общества. Издали все, кто пытался печатать свои собственные деньги, пускать свою валюту, уничтожали. Централизованного противника легко уничтожить, допустим, обезглавливанием. Отруби голову змее и положишь конец всем, кто посмеет оспорить власть финансовых элит и их священное право на чеканку монет. Именно это произошло, если помните, с eGold в 2008 году. Компания, которая была одной из первых попыток создать альтернативную валюту. Правительство США возбудило дело против 4 ее учредителей, обвинив их в отмывании денег и в проведении нелицензированных денежных переводов. Это дело разрушило компанию, обанкротив ее основателей. Ключевое слово в обвинении было нелицензированный. Право давать лицензию является монопольным. В децентрализованных системах у змеи нет головы. Децентрализованная система — это не змея, это гидра. Отруби голову гидре, и на ее месте вырастет еще 2 новых головы. В 2008 году анонимным программистам или программистами миру было предложено уникальное решение для изменения старой мировой финансовой системы. Мировые элиты умело отрубают голову сетям с центрированным управлением. Однако чистые P2P сети, такие как Tor, твердо стоят на ногах. Это привело к рождению первой децентрализованной денежной системы, название которой биткоин. Она была открыто создана для противостояния насильственному принуждению и контролю со стороны мировых финансовых элит. По идее, по мере роста стоимость биткоина будет возрастать, и желание поймать этого загадочного разработчика будет только усиливаться. Не потому, что он является головой. Не забывайте, что биткоин — это гидра. А потому, что Сатоши контролирует, по крайней мере, 1 000 000 монет. 1 000 000 монет, которые никогда не выводились с его исходных кошельков. Допустим, если венчурный инвестор Крис Диксон прав, и биткоин взлетит до $100 000 за монету, стоимость миллиона монет Сатоши составит $100 миллиардов. А если цена взлетит еще выше, например, до $1 миллиона за монету, то сделает это Сатоши первым в мире триллионером. И это вызовет еще больше желания расправиться с ним, можно сказать, со стопроцентной уверенностью, что за ним будут охотиться 24 часа в сутки. Или не будут. А если за именем Сатоши стоят хозяева долларового печатного станка и мировые банкиры? Уже многие понимают, что существующая мировая финансовая система — это финансовая пирамида. И по сути своей это мошенническая схема, а простой человек является жертвой этого мошенничества. Самое время дать миру якобы выход из этой ситуации, мнимую свободу. Сделать ставку, допустим, на биткоин. Да, биткоин зарождался как децентрализованный проект, но по мере своего развития становится центристской моделью в руках крупных майнинговых пулов. В итоге власть над биткоином сконцентрируется в одних руках. А теперь добавьте к этому и контроль над огромным количеством биткоинов, вы получите полностью управляемый проект. Уйдя от фиатной финансовой системы сегодняшней, основанной на долларе, мир может прийти к финансовой системе, основанной на криптовалютах, подконтрольных
все той же финансовой элите. Элите, которая сегодня стоит за Федеральной резервной системой США. А точнее сказать, за печатным станком получится такая ситуация, что мы поменяли шило на мыло. Истинной силой криптовалют является не открытая бухгалтерия, не децентрализация и даже не противостояние этому хаку насилия. Это лишь механизмы системы, которая позволяет ей выжить и развиваться. И дает возможность простым людям в новых инструментах и в новых перспективах. Важнейшая особенность биткоина и других криптовалют просматривается только в намеках. Она до сих пор является скрытой. Истинная сила криптовалют заключается в возможности печатать и распространять деньги без централизованной силы. Возможно, это покажется кому-то очевидным, но, уверяю вас, это не так. Власть более 100 лет находилась в руках мировых финансовых элит. Теперь это право может вернуться к его законному собственнику, к народу. И это распахнет двери для мировой экономики, заложив первый кирпич к новой ресурсоориентированной экономике, оставляя старую эту мировую систему, мировой порядок с экономикой дефицита на страницах учебников истории. Мы создали призм, потому что до нас никто не создавал криптовалюты, которая печатает и распространяет деньги без централизованной силы, и которая по мере своего развития становится еще более децентрализованной. А низкая стоимость транзакций призма позволяет использовать его именно как полноценное платежное средство. Сегодня мало кто готов будет заплатить 10-20 долларов за быструю транзакцию в биткоинах или в эфире за чашку кофе стоимостью в 1 доллар. 99% существующих криптовалют это форки биткоина. Так как даже повторяет и весь алгоритм работы. Призм не форк биткоина. Тогда же язык программирования у него совершенно другой. Если биткоин и его форки написан на языке программирования C++, то призм написан на языке программирования Java. Вот в чем отличается призм от криптовалют на POV и на POS, постараюсь объяснить. Дело в том, что Сатоши понимал первую часть принципа, возможность печатать деньги. Но он не упоминал возможность распространять эти деньги. На самом деле вторая часть является самой важной деталью этого пазла. Это упущение создало критическую уязвимость в экономике, в экосистеме биткоина. Вместо того, чтобы распространять деньги по всему миру, система сменила центральные банки на невыбираемую группу майнеров. Эти системные майнеры устроили хаос в системе, на годы задерживая оборот улучшения софта, такой как Segwit, и угрожая бессмысленными хардфоками, чтобы снизить цену при помощи страха, неуверенности и сомнений людей, скупить все больше и больше монет по низкой цене. Биткоин, по сути, обладавший централизованной моделью на старте, с каждым годом становится все более и более центристской моделью в руках майнеров и биржевых спекулянтов. И это бич сегодня абсолютно всех криптовалют. Но что если бы все было немножко по-другому? Что если сегодня на базе криптовалюты призм спроектирована новая система, которая раз и навсегда изменит мировую финансовую и экономическую систему? Ответ заключается в том, как вы распространяете деньги в момент их создания и дальнейшей эмиссии. Участники движения CWT это, можно сказать, первая группа единомышленников, которая распознала эту возможность и воплощает ее сегодня в жизнь. Чтобы понять, зачем и почему, необходимо понять, как деньги создаются и вливаются в систему в настоящее время. В сегодняшнем мире деньги начинают свой путь на вершине и спускаются вниз к остальным. Представьте это в виде пирамиды. На самом деле вы можете увидеть известную пирамиду с третьим глазом на долларе США.
Одним из клишированных аргументов против биткоина является то, что биткоин понци-схема или пирамида. Пирамида основывается на привлечении создателями системы как можно большего количества людей, которым платят деньгами за привлечение других людей, а не за товары или услуги. При этом могут даже присутствовать и товары и услуги, но лишь как прикрытие основной идеи. Очевидно, что вскоре поток привлеченных людей иссякает и вся система рушится как карточный домик. Понци-схемы имеют схожий смысл. В них мы привлекаем инвесторов, обещая баснословную прибыль с первоначальных вложений, как это делал Бернард Медов. А затем эти инвесторы, окрыленными вашими обещаниями, привлекают еще больше и больше людей. Ирония заключается в том, что фиатные валюты, то есть валюты, напечатанные якобы государством, такие как евро или доллар США, больше похожи на пирамиду, чем биткоин. Вы спросите, почему? Первое, потому что фиатные деньги печатаются наверху этой пирамиды, Федеральной резервной системы США и центральными банками, а затем оставшиеся крохи достаются уже всем, кто внизу, простым людям. Проблема в том, что даже эти крохи достаются не так просто. Деньги поступают в МВФ и ограниченное количество крупных банков, которые либо дают их людям в кредит, либо выдают их за труд. На самом деле наемная работа или займ – это основные способы получения денег простыми людьми внизу этой пирамиды. Другими словами, люди обменивают свое настоящее время, это работа, или свое будущее время, это займ, на эти деньги. Проблема в том, что их время ограниченный ресурс, который они могут обменивать до тех пор, пока не иссякнет этот источник. Отдельная тема, связанная с МВФ. Все, что банки делают сегодня с простыми людьми, МВФ делает с целыми государствами. Центральные банки почти 200 стран сегодня, членов МВФ, осуществляют управление эмиссией национальной валюты в режиме Currency Board. Вы можете зайти в Википедию и почитать об этом режиме. Данный режим получил широкое распространение в период расцвета европейских империй и представлял собой форму денежных властей в колониях. Выпуск местной валюты в колонии осуществлялся под обеспечение резервной валюты метрополии. По существу денежные власти колонии лишены эмиссионной функции. Они лишь меняют одну валюту на другую. Это нужно потому, чтобы любая страна, член МВФ, имела возможность одномоментно обменять весь объем национальной валюты на доллары, фунты, золотовалютные свои резервы. В любой момент времени это правило должно соблюдаться этими странами, без этого не берут в МВФ. А в итоге денег в экономике этих стран не столько, сколько необходимо для ее нормального функционирования, а столько, сколько долларов лежит в кубышке Центрального банка. Сколько долларов выручили за продажу нефти, газа, столько можно, наверное, и напечатать этой собственной национальной валюты. То есть вся экономика этих стран искусственно поставлена в прямую зависимость от экспорта природных ресурсов, товаров, услуг. К примеру, у нас в России независимость статуса Банка России отражена в статье 75 Конституции Российской Федерации, а также в статье 1 и 2 Федерального закона о Центральном банке. Резервы Центрального банка на сегодня составляют порядка 420 миллиардов долларов. Причем все эти резервы в иностранной валюте. Почти половина из них это доллар США, 37% евро, 10% английский фунт. Изучите федеральный закон о Центральном банке, и вы поймете, что Центральный банк является юридическим лицом, независимым от государства. Исключительным правом эмиссии наличных денег
и организации наличного денежного оборота обладает только Центральный банк. Без разрешения Банка России государство не может распоряжаться имуществом, и уж тем более золотовалютными резервами страны. Государство не отвечает по обязательствам Центрального банка, а Центральный банк не отвечает по обязательствам России. Взаимоотношения валют регулируются Центральным банком независимо от правительства. Банк России вправе обращаться за защитой своих интересов в международные суды иностранных государств и третейские суды. Представляете, спор между правительством и Центральным банком, который рассматривается в Нью-Йорке. Банк России в финансовой сфере может давать указания, положения, инструкции, что нужно делать как государственным органам управления, так и юридическим, физическим лицам. И каждый должен беспрекословно выполнять эти инструкции. Банк России не вправе предоставлять кредиты правительству Российской Федерации, зато решает многие кредитные вопросы и кредитует экономики других стран. Банк России совершенно не обязан выполнять распоряжения президента, Государственной Думы, Министерства финансов и любых других органов государственного управления. Председателя Банка России практически невозможно уволить, пока его срок полномочий не истек, даже если он плохо выполняет свою работу или попросту отказывается выполнять распоряжения правительства. МВФ, Международный валютный фонд, единственная структура, чьи указания должен выполнять Центральный банк. Фактически это получается дочернее предприятие МВФ в нашей стране, и так по сути по всему миру. Но помимо вышеуказанной функции, МВФ решает важную задачу загонять развивающиеся страны в пирамиду долгов. Таким образом, чтобы страна уже никогда из нее не выбралась и не вернула себе государственный суверенитет. Представьте условия, когда банк, в котором вы взяли кредит, чтобы продлить срок кредита, ставит перед вами условия, чтобы ваш сын поступал не в институт, допустим, а в ПТУ, потому что нам не нужны специалисты, нам нужны рабочие. Или когда вас попросят, чтобы у вас в квартире пожил товарищ хозяина этого банка. Не нравится, но других вариантов у вас нет. Итак, подытоживая, давайте вернемся к призм. Все криптовалюты концептуально одинаковые. У них у всех есть одна проблема. Они рождаются децентрализованными, но по мере роста и развития, как биткоин, становится центристской моделью. Центрируется постепенно. Для того, чтобы сгенерировать новую монету, к примеру, чтобы смайнить биток, нужно подобрать пары простых чисел, благодаря которым генерируется блок. То есть, если вы сгенерировали новый блок в блокчейне, то генезис блок отдает вам монету в качестве вознаграждения, отправляя ее на ваш адрес. И так у всех криптовалют. Чтобы сгенерировать новую монету, нужно поддерживать сеть. Поддержание сети — это и есть майнинг. Форжинг, неважно. Майнеры, они не занимаются добычей биткоинов, как большинство себе представляет. Они генерируют блоки в блокчейне и за это получают вознаграждение в виде биткоина. У биткоина в генезис блоке прописано, сколько биткоинов он должен давать за блок и в какой период времени, и конечная эмиссия. В зависимости от сложности он будет давать определенное количество биткоинов. То же самое у всех криптовалют. Эта единая концепция ведет к центрированию, то есть к централизации. Постараюсь сейчас объяснить, как это происходит. На начальном этапе майнеров много, так как майнить легко генерировать блоки и легко поддерживать сеть. Соответственно, любой может добывать. То есть нас много, мы не даем ничего сделать с этой сетью. Причем это и у концепции POV, и у концепции POS. У POV, если сложность сети возрастает, то нужно более мощное оборудование, в которое необходимо вложить много денег.
Чтобы генерировать новые блоки, блокчейн, соответственно, вот эта вот конкуренция, сложность увеличивается, майнинговое оборудование усложняется, конкуренция снижается, так как чтобы создать блоки нужно много железа. То же самое и с классической концепцией POS. Чтобы генерировать новые блоки, нужно иметь монеты. Чем больше у вас монет, тем больше вы форжите блоков. Чем больше вы форжите блоков, тем больше вам дают монет. Соответственно, вы усиливаетесь, усиливаетесь, усиливаетесь. Конкурировать с вами становится все сложнее. Если вы свои монеты не продаете никому, то получается вы всю сеть концентрируете на себе. И из-за этого все сети блокчейн, которые работают по этому принципу, стремятся к децентрализации, к центрированию. Итак, чем больше мощностей железа на POV, или чем больше количество монет на POS, все эти системы стремятся к центрированию или захвату этой системы, захвату власти. В призме принципиально все по-другому. Эмиссия монет не связана с генерацией блоков в блокчейне. По сути, форджеры – это энтузиасты, которые поддерживают сеть в работоспособном состоянии и не генерируют новых монет. Они просто получают фиксированную комиссию от транзакций, которые были записаны в созданный ими блок. А генерация монет, эмиссия, производится всем пользователям одновременно в режиме реального времени. И это как раз ведет к еще большей децентрализации. Невозможно накопить в одном месте монет с перевесом 50%, то есть набрать эту критическую массу, чтобы диктовать свои условия. Чем больше растет сеть пользователей, тем она сильнее расползается в сторону. Пользователей становится больше, а Genesis нужно на большее количество адресов генерировать новые монеты. Чтобы получить больше монет от Genesis, пользователи вынуждены не только концентрировать у себя эти монеты, но и раздавать их своим последователям, популяризируя саму сеть, систему и ведя ее еще к большей децентрализации. Призм концептуально совершенно другой. И те, кто понимает это, вот сегодня пишут, звонят, говорят, как можно было вообще до такого додуматься. Генерация монет производится за хранение, независимо от того, создаешь ты новые блоки или нет, то есть поддерживаешь ты работоспособную систему или нет. Генезис монет производится на имеющийся баланс. Сегодня в мире нет ни одной криптовалюты с подобным алгоритмом работы. Именно криптовалюты, я имею в виду, не путайте с огромным количеством хайпов, которые существуют и которые выдают себя за криптовалюту. Сегодня нет ни одной криптовалюты, в которой была бы разделена функция генерации новых монет с функцией генерации новых блоков и поддержания работоспособности сети блокчейна, кроме призм. Призм — это единственный, у кого блокчейн — это одна сторона, а генерация монет — это другая сторона монеты. И все это вот соединено в одну 100% децентрализованную крипту. Такого еще нет ни у кого. Это позволяет впоследствии не прийти к централизации, а сохранить первоначальную концепцию децентрализованного, открытого, прозрачного и подконтрольного огромному количеству пользователей сети инструменту. В конце хотел бы сказать, что покупайте биткоин, так как он и дальше будет расти в цене. Покупайте призм, чтобы потом было куда сбежать от этой новой мировой финансовой системы, которую нам пытаются навязать сегодня. Читайте идеологию CWT, и тогда, я уверен, мы изменим мир в лучшую сторону. До новых встреч!